Привет! Закончился мне эксперимент с крылом пластиковым, который я сделал самостоятельно. В целом эксперимент себя показал удачно. Можно сделать крыло без всяких дополнительных матриц и всего прочего, что гораздо проще и быстрее делается. Конечно, тут есть дефекты в плане того, что какие-то сколы. Тут вот разошелся. Может быть, оно не совсем ровное. Надо зашпаклевать. Но показывает себя достаточно хорошо. И по идее, что можно делать дальше? Капот можно делать. Двери мятые можно делать. Ну и в целом превратить весь УАЗик такой в пластиковый УАЗик, который нифига гнить не будет. Нет. Вот он, УАЗик, стоит. Ну и на соревнованиях я, конечно, уже участвовать не планирую. А просто так стоять он тоже не хочется, чтобы он просто так стоял. Ездит и ездит. Хочу для этого УАЗика сделать другой пластиковый кузов. Всегда мне нравилась ЗИЛ 131. Вот поэтому и буду делать кузов ЗИЛа. Отсканировал я свой УАЗик в первую очередь для того, чтобы сохранить пропорции и определить, что совпадает, что не совпадает. Такой вот он у меня получился в текстуре. Даже наклеечки совпадают. Бардак там лежит. Скан этот я делал для крыла, для того, чтобы сопоставить как раз таки пропорции, размеры, посмотреть, смоделировал я его правильно или нет. Моделировал я его вообще с нуля по чертежам. А потом возникла идея, а что, надо же ведь, раз УАЗик получилось отсканировать, надо и ЗИЛок найти, отсканировать. В общем, я его нашел, согласовал. Мне позволили его сфотографировать, в районе 500 фотографий я сделал. Вот он у меня такой получился. И для определения пропорций, вообще что да как и почему, где будет не хватать места, где будет много, налезет ли он на сам УАЗик. И вот в итоге, совместив это с моим УАЗиком, я понял, что надо это делать. Здесь можно видеть о том, что кабина достаточно маленькая и сиденье уходит вперед. Вылезаем мы из кабины, будем, наверное, снаружи сидеть и смотреть. Нашел на просторах интернета саму 3D модель ЗИЛа 131, уже готовую для того, чтобы самостоятельно не моделировать ее, иначе делать этот проект я буду, наверное, уже на пенсии. Вот не надо говорить, правильно же, Сережа? Вот он, УАЗик, и моделька уже готовая ЗИЛа. Это уже кабина стоит на своем месте, пропорции соблюдены. Здесь что мне пришлось сделать? Я кабину немножко отодвинул назад для того, чтобы я поместился, ведь пропорции кабины ЗИЛа, наверное, 3/4 где-нибудь, мне кажется. Вот так вот он уменьшился в своих размерах. Капот чуть-чуть подлиннее самого УАЗика. 33 колеса выглядят уже по-детски. Но ничего страшного я в этом не вижу. Пошел я по тому же принципу, как и с крылом. Взял решетку радиаторную, разбил ее на определенные секции. Ну и напечатаю скорлупу 1,2 мм на 3D принтере, а потом усилю это все дело стекловолокном. Как это было сложно все рассказать и показать. Гораздо проще смоделировать и сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Ставим палец вверх.
Подготовил я кондуктор. Да, когда я его проектировал, не думал, что будет так сложно и тоже его собирать. Кондуктор нужен для того, чтобы правильно расположить кусочки решетки радиаторной, чтобы она была более правильной формы, ну и ничего не мешало. Я наклеил двухсторонний скотч для того, чтобы она зафиксировалась там и до окончательной склейки была зафиксирована и никуда не ходила. Теперь основная задача взять вот эту всю кучу пластика, который я распечатал на 3D принтере, найти каждой детальке свое место для того, чтобы получилась цельная решетка радиаторов от ZIL 131. Ух ты, зараза, он еще не отдирается. Мне надо весь его. Благо, все пометил, что да как это будет. Так что приступим. За дверью старой, где лишь хлам и мох, Серега строит свой чертог. Не похнется простой механик, но в нем живет великий тайник. Он из УАЗа соберет силок, нажав на принтере разок ок. И пусть смеются все вокруг, он знает точно, кто здесь лучший друг. Лекала, шеф, даже ночной прибой, металла, что идет под резкий бой. Решетку вырастил как дивный плод, и вот уж виден первый разворот. Он из УАЗа соберет силок, нажав на принтере разок ок. Ну вот даже без предварительной какой-то склейкой можно посмотреть, что все детали в целом подходят друг к другу. Есть, конечно, какие-то косячки, где пластик немножко ушел, 3D принтер напечатал не совсем корректно. Нужно подводить, но это сейчас исправится. Сейчас беру 3D ручку и начинаю склеивать эти все детали для того, чтобы уже их зафиксировать. Но в целом даже при том, что оно зафиксировано на двухсторонний скотч и есть кондуктор, можно посмотреть, что вот он получается, все сходится, такой шахматного вида, зеленого. Так что продолжаем склейку. Мотор ревет, как дикий зверь, открой ему в большой мир дверь. Своими сделано руками, не передать всего словами. Закончил я практически все делать. В этот раз делал прям сплошным швом. Все заделал. Раньше я до этого крыло делал, когда точки просто поставил, а там, где прилегало, нормально ничего не делал. В этот раз прям все по шву сделал. Вот здесь вот все швы проклеил. И осталось два места, которые достаточно такие непонятные. Вот здесь вот, то есть он достаточно сильно расходится, зазор в пару миллиметров. И на другом углу, и вот здесь вот тоже зазор 2 миллиметра. Не знаю, с чем это связано. Может быть, и с 3D принтером, там он немножко дефектует. Ну а все остальные-то детали, сколько их тут у меня, 15 штук, как бы вроде все нормально. Ладно, натяну немножко. Результат, как это все выглядит с лицевой стороны, узнаем только в самом конце видео, потому что не хочу я это все вытаскивать. Ну а тут вот даже видно то, что некоторые моменты, может быть, и двухсторонний скотч сюда поставить и приклеить. Так что продолжаю работу. Но уже предварительный результат достаточно хороший. Все собралось, все получилось. Значит, с проектированием все получилось удачно.
Продолжаем. Не удержался все-таки. Смертельный номер. Вот. О. Ну да, есть уже все это закрыто. Конечно, в некоторых моментах не видно, но уже так держится достаточно хорошо. Можно ее покрутить, повертеть. Можно ее перевернуть даже. Или сломаю, не сломаю. Я сейчас все. Опа. Вот такая вот деталька получается. Собака гавкает, а я продолжаю. В прошлый раз, когда я делал крыло, я вот эти все места вот сюда вот делал проставочки такие, ну, уплотнители, чтобы стеклоткань, стекломат прилегал к горизонтальным поверхностям, то в этот раз хочу попробовать по-другому. Единственное, что я сделал, это вот эти затычки, для того, чтобы максимально вот эта вот поверхность ровная была. Она, конечно, не совсем ровная. Я хочу сейчас намазать смолой грамм 50, потом дать ей немножко высохнуть и попытаться прям приклеить это все к поверхности. А потом сам стекломат я буду уже пропитывать. И таким образом будет несколько слоев. Своими сделано руками, не передать всего словами. Вот настали новые выходные. Вернулся я в гараж. Так что можно посмотреть, что в итоге получилось с решеткой радиаторов. Ну вот, это полежало оно на УАЗике, погрелось на солнышке. Листочки уже прилетели. Ну, видно то, что в принципе косячки-то есть. Воздух в некоторых местах остался. Неплотное прилегание существует. Ну, с этой стороны-то бог с ним. Ладно, ничего страшного. Главное, чтобы оно все было вот такое плотненькое. Мне кажется, вот здесь вот повело. Оно внутрь туда ушло. Они ровные, наверное, это поверхность. Теперь можно перевернуть, посмотреть, что с другой стороны. Так, это можно выкидывать. Ух ты! Кстати, защита скотчем показала себя достаточно хорошо. Здесь вот пролилось, и капля прям такая. Я думаю, я вначале обработаю все края, ну а затем посмотрим, что там из этого получилось. Ну, уже такое неплохо. Включаю. Led Zeppelin. Песня Immigrant Song. Нормально. Я в гараже, мечты в руках, собираю свой сил. Впереди только страх и решетка на 3D. Будто из сказки, вместе с друзьями мы строим несказанного. УАЗик старый, но в сердце огонь. Каждый болтик, каждая деталь — это мой дом. Собираем вместе, смеемся, не устаем. Двигатель вперед, мы мечты вновь сойдем. Закончил я обрезать все лохмотья. Ну, косяки есть. Вот тут вот, например, я не заметил то, что пластик разошелся и получилась не совсем гладкая поверхность. Капельки у нас просекают. Здесь вот из-за того, что мало было эпоксидки, ну, все это лохмотится. Наверное, некрасиво. Не знаю, как с этим быть. Здесь вот есть моменты, где отошло. Ну, можно запаять, можно добавить. Я думаю, ничего страшного в этом не будет. Так что надо, в принципе, эту сторону приводить в порядок. А так, деталь-то получилась. Вот она, достаточно хорошая.
Наступать я, конечно, как на крыло свое не собираюсь, потому что это всего лишь 2 слоя 600-го мата. Но вот первая деталь для зила готова. Такое ощущение, что вот эту верхнюю часть ее повело, и она как-то идет волнами такими. Вот здесь вот ямка, вот здесь вот тоже ямка. И мне кажется, это не будет совпадать с кромкой капота, как должно совпадать. Ладно, ничего страшного. Первая деталь она такая. Будем увеличивать качество, будем изучать новые технологии. Как вам? Напишите в комментариях вообще эта идея. Пока у меня там фрезеруется, так что прошу прощения, если это будет не очень приятно уху. Но вот надо решетку радиаторную-то примерить. Поэтому давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Так. Ну, вот сейчас что-нибудь принесу, чтобы закрепить это все дело. Да. Так, ну держится. Можно даже ее вот так вот чуть вперед. Блин, ну. По пропорциям пока вроде ничего получается. По крайней мере, не меньше в 2 раза и не больше в 2 раза. Вроде по прикидкам прям то, что надо. Ну, надо, конечно, вот от этого всего лохмотья избавляться. Я думаю, ничего страшного. Пока непонятно. После того, как это все будет вырисовываться уже в полноценную машину, я думаю, буду и наводить уже порядок. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, как вам моя идея. Пишите, сколько я это все буду делать. Уже готовится следующая деталь. Так что до скорой встречи.